Ветеринар Артур Вейлер за долгие годы практики видел немало сложных случаев. Ему приходилось спасать животных после тяжелых травм, принимать непростые роды, сталкиваться с редкими заболеваниями и принимать решения, от которых зависела чья-то жизнь. Он давно привык к тому, что в его профессии спокойные дни могут за считанные минуты превратиться в напряженную борьбу. Но даже огромный опыт не подготовил его к тому, что произошло однажды утром в небольшой ветеринарной клинике на окраине Граца. В тот день туда привезли беременную серую полосатую кошку по имени Мира. До родов оставалось совсем немного времени, поэтому ее хозяйка Ева решила не рисковать и заранее показать питомицу врачу. Мира была обычной домашней кошкой с красивой серой шерстью, покрытой темными полосами. Обычно она отличалась спокойным характером, охотно шла на руки и совершенно не боялась клиники. Однако в этот раз вела себя иначе. Кошка постоянно меняла положение, беспокойно оглядывалась и тяжело дышала. Артур быстро понял, что роды уже начинаются. Ева очень переживала. Мира жила с ней много лет и давно стала настоящим членом семьи. Это была ее первая беременность, поэтому хозяйка внимательно следила за состоянием кошки с самого начала и старалась не пропускать ни одного осмотра. Во время последнего обследования ветеринар заметил одну странность. Живот Миры оказался значительно больше, чем ожидалось. Сначала Артур решил, что причина просто в крупном помете, но изображения, полученные во время обследования, заставили его несколько раз пересчитать будущих котят. Их было необычно много. Врач не хотел заранее тревожить Еву и лишь предупредил, что роды могут оказаться продолжительными и кошке понадобится наблюдение. Поэтому решение приехать в клинику оказалось очень своевременным. Спустя некоторое время схватки усилились. Миру перенесли в подготовленное помещение, где все необходимое уже находилось под рукой. Ева оставалась рядом и старалась говорить с кошкой спокойным голосом. Артур попросил ее не показывать страха, потому что животное прекрасно чувствовало состояние хозяйки. Женщина присела рядом, осторожно погладила Миру по спине, и та постепенно перестала метаться. Вскоре появился первый котенок. Он был маленьким, серым и сразу начал двигаться. За ним появился второй, потом третий. Сотрудники клиники облегченно переглядывались, но роды продолжались. Котята появлялись один за другим, и вскоре их количество оказалось намного больше привычного. Среди новорожденных встречались разные оттенки серого. Одни были почти серебристыми, другие имели темные полосы, несколько малышей оказались дымчатыми, а у некоторых на груди виднелись небольшие светлые пятнышки. Ева сначала улыбалась, но вскоре перестала считать вслух, потому что малышей становилось все больше. Мира заметно устала, однако продолжала справляться. Артур внимательно следил за каждым новорожденным, проверял дыхание и состояние матери. Когда, наконец, показалось, что все закончилось, рядом с кошкой лежал огромный для нее помет. Но радость длилась недолго. Один из последних котят совершенно не двигался. Пока остальные тихо пищали и пытались подползти к матери, этот малыш оставался неподвижным. Артур сразу взял его в руки. Ева увидела выражение лица врача и побледнела. Никто не произносил вслух того, о чем подумали все присутствующие. Однако ветеринар не собирался сдаваться. Он начал осторожно согревать котенка, растирая маленькое тело и пытаясь стимулировать дыхание. Проходили секунды, но малыш не реагировал. Мира, несмотря на усталость, подняла голову и внимательно посмотрела на происходящее. Потом кошка медленно приблизилась и коснулась котенка носом. Она начала осторожно вылизывать его мордочку, словно пытаясь заставить малыша проснуться. В помещении стало совершенно тихо, и вдруг котенок едва заметно шевельнулся. Артур замер, а затем увидел слабый вдох. Через мгновение последовал еще один. Мира продолжала вылизывать детеныша, и вскоре тот тихо запищал. Ева не смогла сдержать слез. Казалось, самое страшное осталось позади. Котят разместили рядом с матерью, а Мира свернулась вокруг них и, наконец, успокоилась. Несколько следующих дней прошли без серьезных проблем. Все малыши питались, набирали вес и постепенно становились активнее. Однако вскоре Ева снова заметила нечто необычное. Некоторые котята начали заметно отличаться от остальных не только рисунком шерсти, но и развитием. Двое малышей были особенно похожи друг на друга. Ева назвала их Туманом и Греем. Оба имели одинаковые темные полосы вдоль спины, почти одинаковые светлые отметины на груди и даже одинаково загнутые кончики хвостов. На первый взгляд их было практически невозможно различить. Когда котята немного подросли, хозяйка заметила еще одну странность. У одного из малышей глаза постепенно приобрели разные оттенки, и вскоре похожая особенность появилась у второго.
Ева решила снова показать весь помет Артуру. Ветеринар внимательно осматривал малышей по очереди и все сильнее удивлялся. Особенно его заинтересовали Туман и Грей. Их телосложение, расположение полос, форма головы и многие мелкие особенности выглядели почти одинаково. Различия существовали, но были настолько незначительными, что врач задумался о крайне редком варианте развития. Артур предложил провести генетическое исследование. Ева согласилась, потому что сама уже хотела понять, почему двое котят настолько похожи. Через некоторое время пришли результаты, которые удивили даже опытного ветеринара. Анализ показал, что Туман и Грей имеют практически идентичный генетический набор и, судя по всему, являются однояйцевыми близнецами. Для кошек подобное встречается чрезвычайно редко и практически никогда не замечается без специальных исследований. Но на этом история не закончилась. Артур обратил внимание, что остальные котята заметно различались между собой сильнее, чем можно было ожидать от обычного помета. Некоторые были крупнее и быстрее набирали вес. Другие отличались формой головы, длиной шерсти и характером полос. Врач решил проверить еще несколько образцов. Новые результаты раскрыли следующую неожиданность. Оказалось, что далеко не все котята имели одного отца. Ева сначала решила, что произошла ошибка, но потом вспомнила один случай. Во время периода, когда Мира могла забеременеть, кошка однажды выбежала из дома через случайно оставленное окно и пропала почти на сутки. Хозяйка нашла ее только следующим вечером неподалеку от соседнего двора. Тогда она не придала этому особого значения. Теперь же все становилось понятнее. В одном помете Миры оказались котята, получившие разные наследственные признаки от разных отцов. Именно этим объяснялось такое разнообразие внешности малышей. Но даже это было не самой удивительной частью истории. Среди многочисленного помета одновременно появилась пара почти идентичных близнецов, что сделало случай еще необычнее. Артур долго изучал результаты и признавался коллегам, что прежде никогда не сталкивался с подобным сочетанием обстоятельств. Мира тем временем совершенно не интересовалась генетическими загадками. Для нее все котята были одинаково важны. Она кормила каждого малыша, переносила тех, кто отползал слишком далеко, вылизывала их и внимательно реагировала на любой писк. Даже тот котенок, который едва не погиб сразу после рождения, постепенно окреп и вскоре почти ничем не отличался от остальных. Через несколько недель маленькие серые непоседы уже бегали по комнате, карабкались друг на друга и пытались исследовать каждый угол. Особенно забавно было наблюдать за Туманом и Греем. Они часто спали рядом, одновременно просыпались и словно повторяли движения друг друга. Ева научилась различать их лишь по нескольким едва заметным деталям рисунка на мордочках. Для Артура этот случай навсегда остался одним из самых необычных за всю карьеру. В клинику привезли обычную серую полосатую кошку, готовившуюся впервые стать матерью. А в итоге врач столкнулся с огромным пометом, спасением едва дышавшего малыша, удивительным разнообразием котят и парой редчайших близнецов. Иногда самые необычные истории начинаются совершенно буднично, с обычного визита к ветеринару. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь видели настолько похожих друг на друга котят? Напишите об этом в комментариях. Если история вам понравилась, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. До новых встреч!